Добрый день! Вы на канале Travel with a Smile. Это очередная серия нашего путешествия по Европе на автомобиле. Сегодня горные дороги Швейцарии. Серпантины, заснеженные вершины, прозрачные реки, холодный ветер и горячий кофе. И в финале знаменитый чертов мост. Интересно? Тогда поехали! Прощаемся с красивым озером Кома и направляемся к границе Швейцарии. Сегодня мы выбираем бесплатные дороги. Нам нужна не скорость, а впечатление. Наше направление – перевал Сен-Готард, но туда еще нужно доехать. Так что все по порядку. Мы покидаем Италию. Уже наметили места, куда хочется вернуться. Это было красиво и очень вкусно. Мы едем вдоль озера Лугано. Очень хочется его покрасивее снять. Первое место, где хочется остановиться – озеро Лугано. Мы и Лугано. То, которое озеро? Да. Будем прощаться с Италией. Да, похоже, это последняя остановка в Италии. Надо сказать, прекрасно было нам в Италии, правда? Сытно, вкусно. И мы только наметили некоторые штрихи. Для будущих поездок. Да. Да. Какой красивый туннель. С одной стороны глухая отвесная стена, а с другой стороны такие виды. Вот и Швейцария. Границу проходим почти незаметно, сквознячком. Слушай, как хорошо, что мы вырвались уже из этих городских улиц. Немножко покрутили, чтобы попасть именно на неплатные дороги. Вот наша дорога идет параллельно автомагистрали. Но нам все-таки хочется подняться в горы, попетлять по серпантинам и полюбоваться красотами Швейцарии. Не экономи рани. Да. А вообще, так, к сведению, плата за дороги в Швейцарии единоразовая за год. И действует с 1 декабря, например, этого года по 31 декабря следующего года. То есть, по большому счету, 13 месяцев. Но если вы купите 30 декабря оплата за билет, то 31 закончится. Все это удовольствие, и надо покупать опять. И стоимость? Порядка 47 франков швейцарских. Пока мы еще в долине. Здесь виноградники, значит, климат остается мягким. Но намного лучше. Дорога постепенно уводит нас в горы. И вот уже появляются первые заснеженные вершины. Проезжаем карьер, добыча гранита. Первый указатель на Готардский перевал. Движемся в правильном направлении. Мы въезжаем в горные деревни и замечаем, здесь тоже любят цветные дома. Яркие ставни, каменные крыши, архитектура проще, чем в Италии, и линии строже. Каменные крыши какие, супер. Едем через всякие швейцарские деревеньки, любуемся цветными домиками, но, конечно, особое впечатление производит цвет зелени. Ну какие же пастбища зеленые, какая сочная трава. Несмотря на то, что сегодня уже 1 октября, и на некоторых деревьях уже даже облетели листья, трава зеленая-зеленая. А вот это уже убранная трава в тюки на хранение. А вот и автобан, скоростная трасса. Мост такой длинный.
А какую бы вы выбрали дорогу? Проехали бы по автобану или покрутились бы по узким улочкам швейцарских деревенек? Напишите в комментарии. Ну а мы на Готарский перевал. И где вы? Мы в Швейцарии уже. Ой, за нами горы, Альпы. И перед нами, впереди, Готарский перевал. На 2000 метров должны подняться. Пока на 900 поднялись. Пора размяться. Похоже, здесь есть что посмотреть. Внизу шумит река. Швейцарский лес. Прогуляемся? Еще в швейцарском лесу мы только не гуляли. Вот и опята. Какие красивые, дружная семейка. Все выше и все красивее. Чем выше поднимаемся, тем сильнее захватывает дух. Ну что, друзья, мы все чаще выходим из машины. Вот еще одна остановка у горной реки. Ее воды шлифуют эти камни веками. Кристально чистая вода, быстрая, шумная и очень холодная. Давайте почувствуем эту прохладу и свежесть. Люди, вы где? Ой, такие люди, вон, горы. И что, никто не любуется, кроме нас, этой красотой? Слушай, а какой свет, какие краски, это просто офигеть. Заезжаем в туннель, вырубленный в скалах. Я вот думаю, какую же музыку подобрать для такого фильма? Это же надо что-то подобрать восторженное. Посмотрите на этих коров. Они выглядят, как будто вышли из спа-салона. Чистые, сытые, ухоженные. Хочется сказать, счастливые. Будто сошли с рекламной открытки. Какая интересная дорога. Вот трасса нависает над обрывом. Хочется рассмотреть. Думаем, надо ли останавливаться? Да, конечно, надо. Какие вопросы? Все выше и красивее. Чем дальше, чем выше, тем больше дух захватывает. Ну, покажем, как там оно. Продолжаем подъем. Ветер шумит сильнее. Вершины гор фактурнее, температура ниже, а виды все больше впечатляют. Тут и музыка никакая не нужна, правда? Еще и водопад. Едем выше. Слушайте, после фотосессии, скажу вам, замерзли. Уже прямо такое дыхание зимы чувствуется. Ветер холодный. Прямо как бы сечет, кажется. А там в долинах снег. Слушай, прямо зима-зима. Поднимаемся выше, и растительность исчезает. Остаются какие-то лишайники, травы, а деревья уже здесь не растут. Дорога и облака.
Мы уже изрядно проголодались, пора подкрепиться. Но сначала полюбуемся панорамой. Мы на высоте 1900 метров. Вот такой длинный и непростой путь мы уже проделали, но перевал еще впереди. Не зря здесь эта вывеска. Похоже, форму знаменитого швейцарского шоколада Таблероне подсказали сами горы. А теперь тепло, кофе и сосиски. Мы в таком возбуждении. Здесь так колоритно, у нас прекрасное настроение. Ведем себя, как дети. Чиз. На высоте 1930 метров. Кушаем сосиски, пьем капучино. Кажется, вкуснее колбасок, чем эти, мы никогда не ели. Хотим еще пройти к одной позиции. Я думаю, оттуда тоже будет красивый вид. Здесь не бывает других видов, я так понимаю. А если учесть, что сейчас только ниже этих пиков пролетели 2 истребителя, блин, это было очень красиво. Да, на крыло и в этот. И в следующее, вот тут, они вверх туда, через тот хребет перелетели. Перевал Сен-Готард уже рядом. Он назван в честь святого, покровителя путешественников. И кажется, это не случайно. Именно через эти горы веками проходили дороги, связывая север и юг Европы. И вот он. Здесь уже снег. Все, мы преодолели перевал. 2106 метров, да? Да, 2106. И теперь серпантин вниз. Да. Дорога делает такие повороты крутые. Надо, конечно, аккуратно. А когда начинается гололед, то... Да, нужна хорошая резина. Теперь все в обратном порядке. Сначала снег и голые скалы. Потом осторожно появляется зеленая трава. И вот уже густой лес и пастбище. Мы въезжаем в Андермат, небольшой горный город, который живет в ритме сезонов. Поселяемся. Нас встречает белый медведь. Символично. Какой по счету это отель у нас? Надо считать. Сходу не скажешь. Очередной домик на ночь. Да. О, тут белый медведь. Ха-ха. Андермат, привет! Мы приехали. Очень тихий, спокойный городок. Сейчас здесь благодать. А зимой это все живет, наполняется туристами с лыжами, санками. Еще один день нашего путешествия подходит к концу. Как вам наш переход через Альпы? Неспешный завтрак. Настраиваемся на новый день. Мне кажется, я такие кадры уже несколько раз делала. И в других отелях за эту поездку.
Впереди чертов мост. Место с легендой, которое хочется увидеть своими глазами. Что ж, поехали! Какой солнечный день сегодня. Вот мы и у чертова моста. Это одно из самых известных мест в Альпах. Здесь сразу несколько мостов, 2 автомобильных и железнодорожных. Но название связано со старым каменным мостом и древней легендой. О ней немного позже. Ну вот он маршрут, довольно длинный и сложный. Мы сейчас попробуем его преодолеть. Начнем знакомство с ущелья и рекой Ройс. Над ней проходят мосты. Потоки с гор стекают в ущелье, проходят через пороги и веками формируют этот рельеф. Девушка, что вы тут делаете? Ловлю прекрасные кадры. Часть маршрута проходит внутри скалы. Это рукотворный туннель. Давайте пройдем. Самое время вспомнить о легенде. Говорят, мост жителям помог построить сам дьявол. Взамен он потребовал душу того, кто первым пройдет по мосту. Люди согласились, но решили перехитрить дьявола. И первым по мосту пустили козла. В таком месте легко поверить в любую легенду. Ура! Свобода! Мы выходим прямо к мостам. Мы на чертовом мосту. Вот он за нами, Ага, а внизу река, да. Под нами скалы. по которым альпинисты пытаются подниматься, карабкаться. Здесь очень хорошие прогулочные дорожки, поэтому смело решайтесь и прогуляйтесь. Виды запомнятся вам навсегда. Чертов мост не только легендарное, но и историческое место. Здесь проходил знаменитый переход армии Суворова через Альпы. Здесь даже происходили баталии в 1799 году. Этому событию посвящено панно. Даже бар имеется. Да, Суворов бар. Эта железная дорога уникальна. Максимальный угол подъема 47 градусов. Зубчатые рельсы помогают поезду подниматься по крутому склону. Вот они, все 3 моста. Вот таким мы увидели и запомнили это место. Как вам чертов мост? Итак, друзья, мы продолжаем наше путешествие, кружимся по крутым серпантинам. В общем, это все очень интересно и очень красиво. И вот мы сейчас посчитали, что мы проехали уже 3000 километров от нашего дома. Да, уже распечатали 4000. На нашем пути уже столько стран было европейских. Мы начали из Украины, потом мы двигались через Венгрию, Словению, потом въехали в Италию, из Италии в Швейцарию. Сейчас планируем переехать во Францию. Завтра у нас Люксембург по плану, и потом Лондон, конечная точка. Я надеюсь, следите за нашим перемещением. Если нет, присоединяйтесь.
С нами интересно и Подписывайтесь, эмоционально. лайкайте. Не забывайте. Нам приятно, а вам не сложно. На этом будем прощаться. Пишите о ваших впечатлениях от фильма. Не пропустите следующую серию. Чаще заглядывайте на наш канал. А мы продолжаем путь. И, как всегда, желаем вам мира и добра.